Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Guard.ua. Вижу, здесь есть два легендарных шамана. Ну что, попробуем скиллуху мою проверить на 200%. Я думаю, игра на шаманах это та игра, которая проверяет ваш скилл на 200%. В общем, хочу поиграть на шаманах. Правда, реликвии, в принципе, 50 на 50. Тут, в принципе, есть, кстати, еще и жезл Киры с сумкой пандамена. Можно что-то интересное замутить. Но на самом деле, когда есть два легендарных шамана, грех не попробовать сыграть на шаманах. Чтобы сыграть на шаманах, мне нужно подкрутить, во-первых, мой скилл, во-вторых, как можно быстрее выходить в уровень, и желательно, чтобы я был на винстрике, и желательно, чтобы не упала панда и упал нефритовый генерал. Вот надеюсь, что все-таки упадет все как надо. Ничего себе. Ничего себе, старт такой интересный. И Абаддон, и Темный Лорд. Там недавно Темный Лорд со старта так не падал. Чисто на втором раунде. А, ну ладно, я не один такой скилловый, кому-то Тиник 2 звезды, и тоже Темный Лорд упал. Еще и есть кастрюля. Ну ладно, короче, ребят, сразу к новостям. Сегодня я планирую провести стрим в 6 часов вечера, как обычно. Но если вдруг что-то поменяется, то, соответственно, я напишу в своем телеграм-канале. Поэтому, если ты еще не подписан, то подпишись. А если ты до сих пор еще не поставил лайк этому ролику, обязательно поставь свой лайк. Не забудь меня поддержать. Ну и комментарий в конце тоже оставишь, что ты думаешь по поводу этой игры. Вот. Ну, а если не подписан на YouTube, то подпишись. Подпишись, потому что я хочу собрать, сколько, 5000 подписчиков. Лучше 10, конечно, а там и до 100 недалеко, и там и вообще до миллиона. Сложный выбор, на самом-то деле. Но я возьму кольцо. Кольцо это триггер, и вот этот вот триггер я хочу все-таки взять, потому что потом я его могу не найти от слова совсем, а этот триггер мне очень-очень важен. Возможно, конечно, мне сейчас с третьего тира упадут арканцы, и, наверное, я поспешил все-таки с выбором кольца. Ладно, сейчас мы это посмотрим, поспешил я или нет. Два тролля шамана, они у меня будут как брелок висеть. Очень много раундов. Талисман счетчика, кстати, можно взять. Тоже активирует шаманов, вдруг кто не знал. Ну да, я, наверное, возьму талисман счетчика, хотя лучше всего порандомить. Ну а вдруг мне какая-то маска второго тира упадет? И что я буду делать с этой маской второго тира? Она у меня будет как бы грузом валяться, да? Нет, так не пойдет. Поставил себе сейчас вот такие вот фигуры. Они не сильные. Вот эта фраза. Не сильно сильные. Короче, они не слишком сильные. Но явно будут лучше, если у меня будет стоять Клокверк. Правильно? Я тоже так думаю, что правильно. Потому что Абаддон все-таки щиток, плюс баф чернокнижников. Какой-никакой да отхил. Ну, короче. Приятный такой вот бонус. Вот, так я еще сейчас, походу, -1 получу. Потому что Тинкер там 3 ракетки 100% попадет в моего Темного Лорда. Там без шансов промазать. Хотя я не удивлюсь, если он промажет. Усиление в виде Вич-доктора пришло. Ну, как бы неплохо, а как бы можно, потому что, ну, стан есть стан, почему бы его и не взять? На самом деле, хотелось бы мне, конечно, чтобы не Тинкер для звезды лучше пришел. Ну и вообще, баф гоблинов-мехов мне намного больше, знаете, как-то благоволит, нежели вот эти вот чернокнижники, темные лорды всякие. Вообще, в идеале, знаете, какой старт? Это на 3-м раунде поймать гоблинов-мехов, на 4-м раунде поймать себе еще 3 человека сверху. А там уже просто сидеть, обмазываться опытом, обмазываться деньгами и халявными роллами. И самое главное, чтобы что кастрюля, что Тинкер, все пришло в 2 звезды. Вот так. Так, по поводу шаманов. Кто вдруг не знает, как работают шаманы, объясняю, потому что иногда с ними очень много появляются вопросов. Но на самом деле это самая простая такая сборка, самая простая синергия, которая зависит тупо от вашего скилла, но еще от легендарных фигур, которые находятся в 5-м тире. Почему я говорю это так? Потому что в 5-м тире могут не очень хорошие легендарки находиться, которые вам вообще не нужны по факту, которые, ну, только будут вам, ну, вот, руинить. Приведу, к примеру, это условный хан. Ваш шаман может перевоплотиться в 3-звездочного хана, и что вы потом будете делать с этим 3-звездочным ханом? Ничего, локти кусать только будете, и все, в принципе. Потому что, ну, хан это... Ну, это... это кусок мяса, который может кинуть свой стан, и все. На этом и закончили, в принципе. Вот. Так вот, как работает синергия шаманов?
Первого уровня синергия шаманов, соответственно, после активации у вас появляется рандомная фигура плюс 2 к цене продажи. То есть у вас, допустим, шаман стоит 3 монетки, то перевоплотится в шамана, который будет стоить 5 монеток, и все предметы, которые были внутри, они испарятся. То есть вот, или активный предмет. То есть если либо скилл юзнет, либо будет активный предмет. То есть это блинк, счетчик талисмана, арканцы 2-го тира, счетчик талисмана. Боже, талисман счетчика. Короче, вы меня поняли. Быстро говорю информацию, хотя на самом деле, думаю, нет сейчас особого смысла спешить, но хочу, скажем так, быстро преподнести информацию, чтобы это не растягивать на 1000 лет. Вот, и по поводу предметов. Какие предметы самые лучшие под шаманов? Все, естественно, ситуативно, но если, допустим, есть в игре импреска, и у вас есть арканцы, то 100% мы в импреску закидываем арканцы и ставим синергию цвет. Почему? Потому что 2 импрески еще, которые будут появляться, то есть помимо оригинала, будет еще 2 импрески появляться. И каждая из этих импресок будет использовать арканцы. То есть это в радиусе огромном, плюс 60 маны. Ну и, соответственно, импреска будет перевоплощаться. Если же такого добра у вас нет, ну тогда блин 1-го тира. Все. В принципе, больше ничего нормально не триггерит на импреске. А вот этот предмет триггерит. Также рок войны. Обязательно под импреску. Тут к гадалке не ходи. Обязательно нужен рок войны. Почему? Потому что дубликат, который будет появляться от суммона способности импрески, он будет с увеличенной скоростью атаки суммониться. Плюс 100%. Это самый сильный предмет, который может быть на импреске. В общем и целом. Вот так. Эх, жалко мне, конечно, орк ни один не упал. Ну, поставлю, что... Вот так поставлю, пока, может, мне... Не знаю, может, тут какой-то... Хотя, хрен его знает, что мне упадет. Какой-то бред упадет 100%. По-любому, тролль-шаман мне упадет, чтобы я его апнул в 2 звезды. Нефритовый генерал. Вот, по поводу еще каких предметов. Так как в этой игре есть дизраптор, в идеале, конечно, найти драконий рог, который дает плюс 100 маны, и это пассивный эффект, если что, плюс 100 маны, и, соответственно, дизраптор будет сразу накидывать свою тучку. Это сайленс по области, довольно-таки приятный сайленс, долгий, огромный. Вообще шикарный предмет. Ну и в принципе все. Не, конечно, вы можете там, знаете, и заворотиться, поставить себе 6 людей, взять себе 12 уровень, поставить себе 5 драконов и никаких активных предметов, кроме одного предмета в импреску, и все. И все. Все остальные предметы вам не нужны будут, когда у вас будет 5 драконов и 6 шаманов стоять. Вы просто и так будете всех разваливать. И на самом деле... Это очень сильно, потому что если ваши шаманы, помимо того, что будут перевоплощаться, еще и будут спамить способностями, то есть, прикиньте, сверху накинет дизраптор свою ульту, накинет таргетный хекс тролль шамана, если поставите гримтачи, то, соответственно, по нескольким целям может залететь этот хекс. Шаман лавы, соответственно, по области нанесет как чистый урон, так и, соответственно, тоже сайленс. Короче, там столько контроля, столько урона может в моменте прилететь от этих шаманов, что диву даешься. Ну, в принципе, они сразу все начнут перевоплощаться. Это плюс. Это плюс, и все. Однозначно плюс. И предметы, соответственно, на активацию вам не нужны. Тогда вы можете сосредоточиться на предметы, которые будут давать вам какие-то плюшки. Условно, допустим, там упал нефритовый генерал, тут клевер в него засунуть. Кстати, если вы вдруг, вот, допустим, нефритовым генералом кого-то уничтожите в момент того, когда будет... он кидает свою способность, то когда он камнями кого-то убьет, у него способность сразу откатится, и он еще раз будет кастовать свою способность. Вот такой вот прикольчик. И если рефрешер упал, допустим, вам, то то же самое работает. Сразу 2 способности кастуются, а потом уже перевоплощается. Но и на самом деле против шаманов очень легко играть. Ну как очень? Если вы темповый шаман, то единственное, что поможет против этого темпового шамана, это... Я даже не знаю, что может помочь. Молитва, только молитва. Молиться за свое благополучие. Все. Это единственное, что вам поможет. Потому что если темповый шаман, это как темповый инсектоид, который тупо не даст вам собрать ни нормального керри. Нет, ну на каждого скилловичка найдется свой китаец и вьетнамец, который покажет вам, как правильно играть в эту игру. На скилле. О, клевер сюда.
Я, кстати, хотел этот клевер, если что, найти, поэтому это был запланированный ролл первого тира предмета. Я видел, что есть мастерская бума. Но эта мастерская бума мне как бы, ну, до одного места, если честно. ТБшка, кстати. Поставлю ТБшку, может, какого-то демона присамонит. О! А у меня есть гениальная идея. Там есть реликвия кабанов. Я эту реликвию ненавижу. А от слова совсем ненавижу. Но, и еще раз, я ее возьму. Я ее возьму, потому что хочу много денег. А так как здесь нет аптечка священника, то реликвия кабанов, в принципе, хорошо зайдет. Если вдруг я найду жреца сверху, то, соответственно, я жреца еще поставлю себе. Ну и баф людей, если получится, то тоже поставлю. А если получится 3 шаманов найти, то, соответственно, просто 3 шаманов поставлю. Все. Вот такой вот у меня план. План действий составлен. Но я очень надеюсь, что, конечно, мне нефритовый генерал упадет, чтобы я мог намного раньше шаманов собрать и даже отказаться от одного шамана, допустим, тролля шамана, если найду, соответственно, всех других шаманов. Это будет круто. О, 2 жреца, как это вкусно. Так, это надо брать. Это надо брать. И, к сожалению, от одной панды придется отказаться, поэтому отказываюсь от одной панды. Потому что реликвии кабанов нужно по максимуму юзнуть. Мне на самом деле реликвия кабанов не нравится. И если вы задаетесь вопросом, почему? Потому что я эту реликвию помню тогда, когда она в действительности была хороша. Когда она без ограничений по раундам апалась до 10 монет. Это на самом деле было прикольно, это было хорошо, потому что ты жертвуешь своей скамейкой. И если ты не играешь через лустрик, то тебе эта скамейка кровь из носа необходима. Но так как ты жертвуешь своей скамейкой, как по мне, стоило оставить этот прикол и быть без ограничения по раунду. Потому что сейчас как это работает? Ты активируешь реликвию кабанов, допустим, на 11 раунде, то включительно по 21 раунд у тебя будет эта реликвия кабанов подниматься. Во все остальные раунды, ну, пальчик чмук-чмук. И это настолько негарантированная реликвия. То есть ты с этой реликвии, ну, в лучшем случае, сколько там? Ух ты, яйцо. Ну, блин, яйцо мне нам... Яйцо мне не надо. Вообще не надо. Блин, зачем я зомбаря продал? Надо было зомбаря не продавать, а продать жрицу света. После этого яйцо. Чтобы я и при деньгах остался в 50 монет плюс и все такое. Потому что зомбарь бы мне очень хорошо помог бы на мобах. Слишком много хп он может восстановить. Короче, зомбарь если есть, то зомбаря не скипайте. Так вот, в лучшем случае, если вы супер фартовый человек, супер скилловый человек, то в лучшем случае заберете 80 монет с кабанов за 10 раундов. В худшем же случае заберете 8 монет. И это в действительности такое может произойти. По крайней мере, я забирал максимум, точнее минимум, сколько я смог забрать, это 16 монет с кабанов. За 10, мать его, раундов. Ну... По-моему, даже не... Не, подождите. Короче, что-то там до 20 монет я максимум забрал с 8 слотов. Не буду говорить точные цифры, я так, знаете... Что-то сказал, а потом подумал, да не, подожди, по-моему, я не столько-то. Короче, решил натрындеть. Ну, ребят, не обессудьте. Я на самом деле, честно, не помню. Вот честно, не помню. Поэтому, чтобы мне не сказали, что я балабол. Вы поняли. Все. А то я сейчас себя закопаю еще глубже. А, у него же Залкира. Я-то думаю, какого черта у него такой огромный стол там на первом месте, еще и в 50 монет плюс сидит. А у него уже Залкира, и он апает все фигуры в 3 звезды, а потом будет идти в уровень, не знаю, древних доставлять каких-то. Я уверен, что он древних будет доставлять. Зачем думать, когда можно не думать и сыграть на гоблинах плюс древних? Правильно? Правильно. Тут, конечно, может маг-дракон какой-то нарисуется. Я вижу, там воины собираются. Помянем сразу воинов. Я уверен на 200%, что воины отлетят. Если, конечно, воину там будет очень жестко идти, то, скорее всего, этот воин зайдет в топ-3. Но это только в том случае, если ему будет жестко идти.
Ну, в принципе, все. А, я ж не дорассказал, кстати, по поводу шаманчиков второго уровня. Я за первого уровня шаманчиков-то рассказал, а вот за второго уровня не сказал. Вот это вот чувство недосказанности прям ну, в груди, понимаете, щимит. Блин, я бы хотел, конечно, себе чернокнижников оставить. Ой, как хотел бы. Но я не смогу оставить себе чернокнижников. Типа, мне либо жреца надо будет продавать, а я не хочу. Ну, кстати, кабаны хорошо апнулись. Плюс 4 хп с баночки сюда. Я надеюсь, кабаны и дальше будут окапаться. И надеюсь, что баночка мне не подведет. Что хотел? По поводу шамана второго уровня. Когда вы закидываете предметы в этого шамана второго уровня, когда он перевоплощается, то и предметы в инвентаре у него тоже будут перевоплощаться, но это только при условии, что вы собрали себе синергию второго уровня. Тогда у вас будут и предметы перевоплощаться плюс 2 тира. То есть был второго тира, станет четвертого тира. В принципе, все. Рандомно все, если что, будет появляться. И множество активных предметов работать не будет. Сразу предупреждаю. Вот, допустим, Некромикон не работает. И еще что-то там не работает. Откуда уклонение? А, там же пивная панда. Тьфу, я-то думаю, откуда уклонение? А там пивная панда. Я просто подумал, что это сначала дух огня дает уклонение. Но нет. О! Волка засумонил. Ой, боже, я с таким столом и по итогу еще и забрал мобов. Молодец я. Красавчик. Так, ну тут можно, в принципе, все предметы скипнуть. Они мне не нужны, по сути. Все предметы, которые там есть, они мне объективно не нужны. Мне нужна шапка, мне нужны арканцы, а упадет мне кольцо. Ну, ладно. Спасибо, что не маска второго тира на Silence. На хп регены на Silence, потому что это мне вообще не надо. Так, там Тинкер в 3 звезды нарисовался. Плохо. Ну, в принципе, пока непонятно, что тут будет еще собираться, но 100% тут будут собираться древние. Боже, какой у него стол огромный, вы просто это оцените. У него кунка. Ну, хороший стол, такой приемлемый. ХП у меня улетает напрочь. А что-то типа нефритового генерала можно сегодня получить? Ну очень так-то хочется нефритового генерала. Не хочу сейчас сглазить, но я думаю, вы сами видели стоимость кабанов, которых я прокликал. Я очень надеюсь, что эта игра будет максимально зачетная по кабанчикам. Очень хочется. Надо, кстати, обратить внимание, сколько я примерно денег-то получу с этих кабанов. Я рассчитываю на такой куш с этих кабанов. Все-таки, ну, сало есть сало. Что-то шуточки. Заходит слишком далеко. Давай, панда. Принеси мне счастье, а не более разочарования. Более разочарования ты и так приносишь. Принеси мне счастье. 29 хп не добил. Вот это боль. О, кстати, новый герой. Сюда. Ладно, не новый герой. Потому что мне там в комментариях писали о том, что, типа, Саня, долго ли ты будешь говорить на епископа новый герой? То есть каждый патч, у тебя будет весь патч, это новый герой, да? Ну, извините, так получается. Ну, в действительности, новый герой. Ну, ладно. Епископ. Это епископ. Это будет у нас епископ. Все. На самом деле, а ну-ка, напишите в комментарии, как вы думаете, как лучше называть этого епископа? Есть вариант, что этого епископа можно называть как ШД. Может, ну, так лучше будет? Если так будет лучше, то буду так называть. Если будет так хуже, то, соответственно, буду называть его епископом. 3 посоха в темного лорда. Чисто этот, как его там? Лорд Волан-де-Морт. Он пытается собрать... О,
Блин, 2 кабана меня, конечно, расстраивает сейчас. 7 хп восстановил с 2 банок, пойдет. Надо... Хотя... О. Чел тоже там хорошо на пандах вытаскивает, играет на устрике, пандами играется. А, так он еще и шаманов хочет моих собрать. Ну, посмотрим, у кого скилл получше будет, у него либо у меня. Я очень надеюсь, что сейчас на следующем раунде у меня пойдет условно какой-то шлем Ареса, с помощью которого я смогу паролить на 9 уровне. Я, наверное, на 9 уровне не буду ролить. Хотя, может быть, на 10 все-таки. У меня же все-таки есть реликвия кабанов. Я могу спокойно себе взять 10 на 10 уровне, спокойно под шлемом Ареса, с шансом 7%. Надеяться на то, что мне леген... Это чтоб я много не трындел. Так, один кабан 10 монет дал мне, если что. Это чтоб реально, чтоб я много не трындел. Ну, конечно, не, я на самом деле я рад. Я рад, что мне сейчас упал дизраптор вот так с панды, а не то, что я просто ролил и рандомил. Я рад, очень рад. Я сэкономил кучу денег. Еще и Хускар 3-звездочный упал, спасибо. Еще и кабанчики, кстати, неплохо там апаются. Сейчас посмотрим на следующем раунде, сколько кабанов-то апнется по итогу. Кумка. Так, орка-охотника можно, в принципе, поставить. Сумку под домена возьму, чтобы как-то подешевле было для меня ролиться. Так, один кабан апнулся. Так, 20 монет я получил своих с кабанов. Пока что 20 монет получил. Посмотрим, как дальше будет. У меня на самом деле 27 хп. Тут бы самое главное не отлететь. О, урок войны, отлично. Отлично. Да блин, насморк, отвали. Как же вовремя насморк появился. Ой-ой-ой. Мне больше не нравится то, что там есть еще один чел, который играет на шаманах. Меня это прям угнетает. Ему еще и панда, нефритовый генерал упал. Так, получается, смотрите, у меня 2 кабана по 9 монет. 2 кабана по 8. Один за 7, один за 6. Получается, сколько денег получил? 18 плюс 16. 28, 36 и плюс 7 это 43. И плюс 6 это 40. Ну, 70 монет я получил. Ну, почти идеально, на самом деле, я получил 70 монет. Правда, не идеально, сейчас мне шаман упал, но почти 70 монет, короче, получил с кабанчиком. На самом деле, это очень хороший результат. Мог намного хуже результат упасть. Я могу получить 40 монет, а так я получу как минимум, ну, почти 70 монет. Если, конечно, сейчас еще и панда не апнутся. Ой, панда. У меня все, у меня панда головного мозга. Сейчас ждем отчет со следующего раунда. Сумочку активируем. Ну да, получается, даже не включительно по 21. Вот на 21 можно было и смотреть, апнется, не апнется. Так, тролля берсерка возьмем. Это мы не будем поднимать, это не надо. Хан есть, кстати, 2 антимага. Берем волшебников, тоже возьмем. Панда пусть постоит пока что, может в действительности упадет что-то хорошее. Может что-то мне да перепадет в этой жизни. Ну, более разочарования 100% перепадет. Мне тут даже гадалки не ходи. Сейчас подождем этот раунд. Кстати, я, по-моему, выиграю этот раунд. Лишние фигуры попродавал. У меня ТБшка, кстати, появился 3 звезд. Блин, было бы прикольно, если бы этот ТБшка появился с кучей предметов. Так я чувака, кстати, выкинул. Это, скорее всего, бот был, но все же чувака выкинул. Ничего не знаю, чувака выкинул. Так, яйцо, хорошо. Новый герой, отлично. Цветка за 3 монетки пойдет. Это тоже пойдет. 2 яйца и эмпреска. Сюда. Мне не хватает. Мне не хватает солнечного шамана. Алло. Дяденька. Так, сюда, отлично. Так. Берсерк, гуляй. Так, гуляй. Это сюда.
Кольцо сюда. Успел. Все, успел. Все, я красавчик, я успел. Я успел. У меня 6 шаманов. У меня упакованная цветка. Марси появилась. На самом деле, если мне упадет на 30-м раунде мастерская бума, то мы можем сделать следующее. Мы можем, во-первых, провалить предметы второго тира. Это шапку найти. Сюда, 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 сюда. Плюс 8 винстрик. Ух ты, какой мой сладкий. Еще и хан пришел. Какой ты горячий пирожок. Ай, красота. Леший. Еще один хан. О, отлично, Фулгорн. Так, нового героя я убираю. Епископа убираю. Он нам не пригодится в ближайшее время. А вот 4 горна нам понадобится, будь здоров. 4 горна это на самом деле очень сильно. Во-первых, это горна-агр. Во-вторых, горна-стан и на безоруж. Это прям вообще шикардос. Блин, еще бы фигуры нормальные попадались. Цены бы им не было. А то какая-то цветка 3 звезд, хан 2 звезд. Ну, надо шапку на самом деле будет найти. Так, хана апаем 2 звезды, потому что пришел. Молодой горячий. Ну, некор открыт, некра нет смысла. Как бы там что-то делать. 2 яйца. Я очень надеюсь, что ко мне придет либо импресска, либо этот дизраптор. И я сейчас очень хочу, чтобы мне упал драконий рог. Как только упадет мне драконий рог на моего дизраптора, я вообще никого не буду опасаться. Это будет оверсиль. Хотя на самом деле, в действительности, если там будет какой-то сильный чел, условно чел через темного лорда. О, там 6 шаманов. Вот это плохо. Тоже дизраптора нашел. Если ему сейчас еще и упадет драконий рог, будет печально для меня. Не, ну... Ладно, на самом деле мне хрень сейчас упала. На самом деле мне упала сейчас хрень. И я сейчас объясню почему. Сюда. Хороший приход. Так, мне теперь нужен дизраптор. Ладно, обойдемся без дизраптора пока что. В общем, почему я говорю, что магическая призма это неплохой предмет? Против меня, как мы видели, там есть шаман. И вот теперь тут есть такая некая особенность. У меня же будет появляться 2 дубликата импресски с полными предметами. И магическая призма, соответственно, работает на перчаточку эту. И, соответственно, когда будет шаман там перевоплощаться, есть вероятность, довольно-таки большая, что моя импресска может похавать все эти перевоплощенных, всех этих перевоплощенных шаманов. То есть, если хпшки хватит, то она половину шаманов сгрызет. Да, кто вдруг не знал, это так работает. Если там, когда шаманы перевоплощаются, они считаются призывным существом, и эта перчатка может схавать этого шамана. А так как у меня сейчас и магическая призма есть, и перчатка, то, ну, плюс еще и 2 импресски, то это минус 4 цели как минимум. Ну, там гений. Он все в дизраптора закинул. Гений. Непризнанный гений. Ему торба. Ой-ой-ой. Горный вождь. По-моему, чел сейчас получит очень больно в лицо. Палочку возьму. Минус 29. Не то пальто. Надо шаманов поднимать. Мне нужен солнечный шаман 2 звезды, и мне нужен дизраптор 2 звезды. Ну, а предметы, кстати, я не могу никакие сейчас перекинуть. Во-во-во-во! Так, сюда, это сюда. Энча, гуляй, все. Вот теперь сейчас будет весело. Вот теперь сейчас будет весело. Кольцо не перекидываю дизраптора. Я думаю, все прекрасно понимают почему. Хотя ладно, перекину, пусть будет. А кто вдруг не знает почему? Потому что это активный предмет. Я и перчатку-то не особо хочу сейчас перекидывать дизраптора. Но на самом деле, возможно, она мне понадобится, эта перчатка. Мне надо манореген.
А предмет первого тира я рольнул. Надежда на то, что мне придет. Ух, еще один винстрик. Ребята, да вы меня сегодня балуете, честное слово. Минус 33 и еще и винстрик забираю. Вот это я понимаю вкусно. Вот это я понимаю, добротные подгоны. Вот царские подгоны. Зарандомлю. Башер. Плевать на самом деле, что будет падать. Ну ладно. Самое главное, чтобы вражеский дизраптор не сделал мне атата. Блин, насколько было бы проще, если бы мне сейчас упал драконий рог, либо же хотя бы арканцы. Я бы там, может быть, еще предмет второго тира нашел бы ману плюс 50, и вообще было бы шикарно. Но чего нет, того нет. Слишком многого хочу. Идеальных шаманов, ну, не будет. Но, в принципе, меня устраивает то, что сейчас есть у меня. 4 горна, 2 бога и 6 шаманов. Ну, 2 бога, конечно, не работает, ну, чисто так, на хана идет. Так, это, кстати, 9 воинов, на секундочку. Ну, 9 воинов, сочувствую. Бывает. Минус 31. Бывает. Там, кстати, есть реликвия яиц. Мастерская бума еще сверху. Есть еще, кстати, метаморфоза, которая будет хпшку мне восстанавливать. В принципе, мне сейчас и деньги-то некуда тратить. Я, наверное, выйду 50 монет плюс, потом там паролюсь, и может мне там реликвия яиц упадет, я там кого-то соберу в 3 звезды. Солнечного шамана, например, в 3 звезды. Тоже будет хорошо. Там чел, кстати, как-то на шаманах проигрывает. У него 12 хп. Даже не понимаю, как он проигрывает. На первом месте чел вообще ему плевать на сборку. У него там берсерк в 2 звезды. Вообще пофиг. Ну, плевать плюс плевать. У него яйцо было. Ну, нормально там посидел с троллем. Да. Чисто сборная солянка у чела. Предметы раскиданы куда на... И вот эти вот скилловички выигрывают. Вот серьезно, у него 81 хп. Ему фартануло на то, что поприходило. У него 81 хп, у него есть берсерк 2 звезды, но предметы раскиданы куда угодно, но не туда, куда надо. Гениально. Минус 33. Сюда. Оп, дизраптор. О, кстати, может дизрапторов 3 звезды соберу. Соберу дизрапторов 3 звезды, я буду счастлив. Хотелось бы мне, конечно, предметы поперекидывать на скорость атаки, на минус броню. Но мне нужны предметы второго тира в МПС-ку. Чел в дизраптора закинул арканцы, чтобы дизраптор не кидал свой сайленс, а сразу перевоплощался. Возможно, это и правильно, но, как по мне, нет. Что ты собираешь там на своем берсерке? У тебя 55 хп уже. Что ты делаешь? Предметы раскиданы лишь бы куда. Ну, тут дефолтные гоблины древние. Тут чел все закинул в дизраптора. Ну и блинки пораскидывал. Ну, ладно. Хозяин-барин. Возможно, это и правильно так на шаманах делать. Но Silence дизраптора слишком сильная тема, чтобы игнорировать. Все-таки он может и скинуть перевоплощение шаманов, и много чего еще. Ой-ой-ой, какие реликвии обалденные мне упали. Ну, я думаю, кстати, скипнуть предметы. Я думаю, все-таки стоит скипнуть. Надо... А что скипнуть? Кольцо? В принципе, можно кольцо. Так, что у нас тут? Кристалл маны плюс 50. Естественно, берем. Вы этого не видели. Если что, вы этого не видели. Кто вдруг не понял, что произошло, я когда выбирал предмет, случайно тыкнул еще на яйцо сверху. То есть я несколько раз кликнул на вот этот вот кристалл маны и случайно кликнул на реликвию яиц. Ну, может, это судьба. Может, бог рандома мне так намекает, типа, Санечка, ну, давай, вот тебе яйцо сейчас и
Реликвию яиц тебе еще сверху. Сейчас соберешь кого-нибудь в 3 звезды. Оп, Никс 3 звезды появился. Оп, дизраптор еще один. Мало ли того, что один дизраптор, так еще и второй дизраптор. Оп, изи. Сколько минус? Маловато, минус 32. Ну, зато красиво, стабильно, уверенно. Леший идет. Импресска идет, кстати. Ладно, идите гуляйте, друиды. Омник. О, так у них мало хп там осталось. Еще и воин в топ-3 каким-то чудом залез. Надо это скипать, хочу найти шапку. Кристалл маны, это, конечно, круто. Дай шапку. О, шапка-ушанка, спасибо. Так. Че, поехали ролиться, потому что сейчас они повылетают, скорее всего. Если мне повезет с шаманами, то они повылетают. Сейчас надо немножко подкорректировать, конечно, вот так вот лучше сделаю. В принципе, все. 13-23 хп. Это, может, еще, кстати, раунды переживут. Но сейчас посмотрим. Что там этот чел творит? Я не понимаю. А, да, прикинь, походу переживут. Ну, воин точно отлетел. Воин 100% отлетел. Если бы я двоим попался, то бы они вдвоем отлетели. А так я сейчас останусь 1 на 1. И как раз могу паролиться спокойно. 2 хп у чувака осталось. Но он реально какой-то бред там собирает. У него берсерк 2 звезды на каком-то бред. Как? Вот как он при этом имел такой стол и зашел в топ-2? Каким ну как? Как? Как это работает? Нормальный, адекватный человек, который шарит, что ему собирать и тому подобное, он не заходит в топ-2, в топ-3, а какой-то рандомный тип залетает, будь здоров. Так, яйцо в 2 звезды у меня есть. Опа, импресска. Да, яйцо. Так, ап. Я не успею. Я не успею. Ну, вот такой вот красивый момент. Не успел чуть-чуть. Тупо чуть-чуть не успел. Ну, все, он вылетел. Миллион обезоружий прилетело, миллион всего. Но он какую-то хрень собирал. Он тупо потерял все свои хп, потому что собирал какую-то хрень. И вот такие вот люди, самый прикол в том, что часто попадаются в рандоме, которые вот показывают максимальный свой скилл, им везет на все. По итогу они имеют миллион хп, ты их потом спокойно выносишь, потому что они не успевают. Он вообще кого керил? Зачем ты епископа керил? Чел! Какой же бред, бог ты мой. Ну, шаманов я не вижу смысла особо показывать, что я там по предметам ему брал, но... Вот так вот, ребят. Ну, вот как это? Ну, как это? Как это работает? Просто парень на 2-м месте показал свою скиллуху, имел миллион хп, я выносил всех подряд с шаманом, вот тем вот, который на 4-м месте. И вот чел на 4-м месте каким-то чудом отлетел. Чел на 2-м месте, который сидел в 3 гоблина всю игру и 3 меха, нормально себя чувствовал. Вот все, что нужно вам знать по поводу скилла. Вот. Собрал раннего берсерка в 2 звезды. Какая разница? Ну, нет слов. Вот такие вот, короче, шаманчики. Рискнул, победил. Повезло, победил. Ну, короче, что я хочу сказать по поводу скилла. Хороший у меня сегодня скилл был на шаманах. Шикарный, я бы даже сказал так. В общем, что думаете по поводу этой игры, напишите в комментариях. А если вы на меня еще не подписаны, обязательно подпишитесь. Не забудьте поставить свой лайк. И у моего канала есть телеграм-канал, который закреплен в описании под видео, в комментариях под видео. И на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи.